Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сегодня я хочу вам показать, как связать повязку на голову с цветочком для куколки. Давайте я вам скажу, я вот эту штуку вязала 30 сантиметров, вот этот вот зигзаг. Ну, это для моей куколки. Как там для вашей будет, посмотрите. И роза у меня примерно получилась 8 сантиметров в диаметре. Да? Вот. Там по мастер-классу, если вам эта роза слишком большая, можно будет уменьшить, там ничего сложного нет. Просто вы уже будете знать, что из этих ниток, крючком, которым я вязала, и из этих нитей, вот с таким количеством лепестков, роза получается вот такого вот размера в районе 8 сантиметров. Так, основной цвет для повязки я возьму мятный. И смотрите, как мы будем вязать. Берем, значит, набираем нашу петлю таким образом. 2 воздушные петельки. И сейчас вот у нас во вторую петлю делаем 2 столбика без накида. Вот так вот сделали. И в третью петельку мы делаем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Делаем воздушную петлю, поворачиваем и смотрим. Вот у нас первая петелька, вот вторая. Во вторую петельку делаем 2 столбика без накида. А в следующую, то есть в третью петельку, делаем 3 столбика без накида. Три сделали. Воздушная петля, поворот. И то же самое, вот у нас первая петелька, вот вторая. Во вторую петельку захватываем ее полностью и сюда провязываем 2 столбика без накида. В следующую, то есть в третью петельку, вяжем 3 столбика без накида. Это у нас получается практически такое же поворотное вязание, только особым методом. Воздушная петля, поворот. И вот во вторую петельку мы делаем 2 столбика без накида, а в третью 3. Воздушная петля, поворот и 2 столбика без накида. Следующую 3 столбика без накида. Сейчас вот чуть-чуть провяжем, я вам покажу, что должно получаться. Воздушная петля и опять во вторую вяжем 2. Смотрите, что у нас получается. У нас получается такой вот интересный зигзаг. То есть это как я померила голову куколки, так как я хочу, ну, чтобы у меня оно было вокруг головы, эта повязочка. У меня получается 30 сантиметров. И я буду вязать вот эту вот полосочку зигзагообразную, да, 30 сантиметров, потом ее сошью. А вы тоже, вы померите на своей куколке сантиметром, сколько вам нужно связать вот эту вот тесемочку. И вяжите
давайте, когда свяжете вы, и я свяжу, мы с вами встретимся. Вот я связала такую тесемочку. Она у меня получается 30 сантиметров. И сейчас я ее зашью. Так. Вот оно как раз получается вот тут вот так. Мы соединим кончики нашей тесемочки. Чтобы она была цельная. Даже не будет видно, где вы ее сшивали. Так, вот мы ее сшили. И теперь нам осталось связать сюда цветочек. Цветочек я буду вязать розовым цветом. Так, сейчас будем вязать розочку. И для того, чтобы связать розочку, нам нужно набрать 100 воздушных петель, то есть цепочку, состоящую из 100 воздушных петель. Начинаем. Так, вот. Теперь набрали мы такую длинную цепочку. Теперь мы в каждую звено цепочки провязываем столбик без накида. Вяжем столбик без накида. Вот, смотрите, связали мы столбики без накида. Теперь что мы делаем? Воздушная петля, поворот. Вяжем сюда столбик без накида в первую петельку. И далее 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Потом 1, 2, 3. И в четвертую петлю вяжем столбик без накида. Вот такая вот у нас арка. Далее опять делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 пропускаем и в четвертую столбик без накида. То есть мы сейчас по всей длине вот этой вот связанной нами тесемочки делаем вот такие вот арки по 6 воздушных петель. Внутри остается 3 петли, в четвертую столбик без накида. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 пропустили. И в четвертую столбик без накида. И так далее до конца. Вот у нас получается такая вот уже тесемочка. Это мы связали с вами третий ряд.
Так, воздушная петля, поворот. И будем вязать 4-й ряд. Так, сейчас мы начальные делаем 2 воздушные петли. Раз, два. Далее мы делаем вот в эту арку из 6 воздушных петель 10 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь 2 воздушные петли и сюда же в арку столбик без накида. Вот у нас получается вот такой вот лепесточек. Далее в следующую арку делаем столбик без накида, потом делаем 2 воздушные петли и точно так же в эту следующую арку провязываем 10 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И завершаем 2 воздушными петельками и в эту же арку столбик без накида. Вот у нас получаются такие лепестки. Значит, смотрите, в каждую вот из этих арок что мы делаем? Мы подсоединяемся. Что мы начинаем? Столбик без накида, 2 воздушные петельки, потом 10 столбиков с накидом, 2 воздушные петельки и заканчиваем все столбиком без накида. Переходим сюда столбиком без накида, 2 воздушные петли, 10 столбиков с накидом, 2 воздушные петли и соединяемся столбиком без накида. И вот это вот все наше вот это богатство с нашими вот этими арками мы все должны провязать вот такими вот лепестками. Давайте вяжем самостоятельно и встречаемся. Вот я провязала всю нашу тесемочку, вот эти вот лепесточки. И вы, как уже, наверное, догадались, у нас вот получается такая розочка. И сейчас эту розочку надо прошить, стараясь так, чтобы она была как можно более такой вот здесь плоской. То есть ряд за рядом укладывать, и чтобы они не выступали и не уходили сильно на конус. Я для зашивания беру вот эту нашу ниточку, которую мы вышивали, и разделяю пополам, чтобы не было очень грубо. Нам надо будет много слоев прошить. Если мы возьмем чисто такую ниточку, то она у нас даст объем сзади. И будет не очень удобно. Зашивать надо начинать с серединки и постепенно, укладывая лепестки, слой за слоем пришивать, чтобы формировать розочку. Там уже как будет получаться,
Так, мы закрепили лепесточки. Сейчас надо укрепить серединку и посмотреть, если где-то что-то не так, как мы хотели, мы это немного исправим. Многолепестковая роза. Ну, то есть вот так вот смотрим, проверяем, что, где, как, чтобы у нас ничего не распалось. Вот. Видите, она такая у нас плоская получилась, красивая. И потом нам осталось пришить ее сейчас вот к этой штучке. Ну вот, где-то так вот стараемся пришить, чтобы она у нас не отпала. Потихонечку смотрим. Вот такая розочка получилась на нашей тесемочке. Я ее пришила, она уже никуда не денется. Вот, и можно ей украшать нашу куколку. Все, на этом мастер-класс по вязанию повязочки на голову куколки окончен. Спасибо всем за внимание. Вяжите такие розочки для украшения куколок. Вот. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие видео новые, которые будут появляться. Я внизу дам ссылки на предыдущие мастер-классы. Приходите, смотрите. У кого нет еще такой куколки, вяжите. Всего вам хорошего. До свидания и пока-пока.